Друзья, всем привет! Мы продолжаем наше строительство перестройки на дачке. И сегодня я хочу вам рассказать про отмостку, которую мы сделали к нашей перестройке. Напомню, перестроечка наша стоит на мелко заглубленном фундаменте со сваями. То есть это свайно-ростверковый фундамент. И мы решили сделать к нему утепленную отмостку. На самом деле утепленная отмостка здесь не обязательно, потому что это свайно-ростверковый фундамент. Но так как есть материал, мы решили его использовать. Итак, отмостку мы будем делать простую, бетонную. Будем замешивать песок непосредственно с цементом вперемешку 1:4. В роли утеплителя у нас будет выступать пеноплекс. Как раз было несколько старых уже выцвевших листов, которые мы применим в нашу отмостку. Их надо было либо применить, либо выкинуть. Был закуплен цемент, 5 мешков. Еще 2 мешка у меня было, и на самом деле этого не хватило. Пришлось докупать еще. Также отмостку мы будем армировать. И для этого была куплена вот такая вот сеточка под размер с размером ячейки 5×6. Толщина ее, по-моему, была 4 мм. Сначала проводим подготовительные работы. Как мы видим, по одной стороне у нас идет участок наклонный, с другой стороны, где мы будем делать отмостку, он идет ровный. И вот здесь, где он идет ровный, отмостка будет продолжением отмостки старой части дома. Выкапываем плодородный грунт, засыпаем песочком, все это дело трамбуем, укатываем и выравниваем до ровного состояния, чтобы когда мы укладывали пеноплекс непосредственно на землю, не было пустот. Равнял я все это дело обычной дощечкой. Сначала утрамбовывал, утаптывал, проливал в один из дней водой из шланга, чтобы песок хорошо просел, а в дальнейшем уже равнял все это дело дощечкой под размер. Также не забываем про разного рода коммуникации. Вот, допустим, я из дома вывел 3 пластиковых рукава, чтобы в дальнейшем, если понадобится, а может и не понадобится, вывести какие-нибудь провода из дома наружу или наоборот, снаружи в дом. И я про них почти забыл. Слава богу, вспомнил в самом конце, выкопал и удлинил эти провода. Они будут выходить из-под отмостки. Вот потиху идет работа с наклонной стороны участка. Я выровнял все это дело до ровного состояния. Пришлось немножко откопать грунта. Опять же навозил песка, все это дело утрамбовал, выровнял. И в дальнейшем начинаем закладку пеноплекса. Укладываем ровненько вдоль нашего фундамента пеноплекс. Причем хочу обратить внимание, отмостка у нас будет выше уровня грунта. Дальше делаем опалубку. Опалубка идет у меня в одну доску. Доска, по-моему, 12 сантиметров. И почему отмостка будет идти именно выше уровня грунта? Потому что, напомню, участок у нас наклонный. И именно вот эта сторона идет с меньшей стороны уклона. Когда идут очень сильные дожди, бывает по лету, то на эту сторону со всей горы льется вода. Поэтому отмостка у нас также будет выполнять непосредственно гидроизоляционную роль, отвод воды, а не только защита от промерзания грунта. Очень не хочется, чтобы все это дело вымыло водой. В дальнейшем на пеноплекс мы укладываем нашу сетку. Сетку в процессе заливки мы будем приподнимать, и тем самым она у нас будет в центре бетонного пирога, а не просто лежать на пеноплексе, как это делают некоторые. Сейчас середина октября.
а погодка стоит на улице отличная. На эти выходные выдалось вообще замечательно. Прямо как летом. Чистое небо, полный штиль. Но это уже, я думаю, последние деньки тепла в этом году. Даже маргаритки еще повылазили на участке в некоторых местах. Хотя ночью уже заморозки. Ну а дальше продолжаем делать бетон. Будет все очень просто. Мы замешиваем все это дело в бетономешалке лопатой. И для этого нам потребуется цемент, пластификатор, песок и вода. Пользую обычный Портланд-цемент и замешиваю его с песком 1 к 4. Одну лопату цемента и 4 лопаты песка. Также используем суперпластификатор. С этой добавкой бетон становится, во-первых, крепче, во-вторых, в него нужно добавлять меньше воды. И смесь получается достаточно пластичная, с ней очень удобно работать. Ну и вот сам процесс. Включаем бетономешалку, наливаем туда примерно 8 литров воды в данном случае, причем вода уже идет вперемешку с суперпластификатором. И начинаем добавлять все ингредиенты. Сначала закидываем туда 1 лопату цемента, в дальнейшем 4 лопаты песка. И по кругу 1 лопату цемента и 4 лопаты песка. В такую бетономешалку у меня влазит примерно 15 лопат. С лопатой тоже надо быть осторожным. Главное не зацепить шуфлем лопасти бетономешалки. А то однажды у меня уже такое было. Бетономешалка вырвала у меня из рук лопату и чуть не дала мне ее сверху по горбам. Вот так вот аккуратненько и не спеша замешиваем все это дело. Немного гипнотизируем бетономешалку, без этого никак. Перемешиваем минут 5 и в дальнейшем выливаем все это дело в тачку. После того, как мы опустошили бетономешалку, обязательно не забываем добавлять в нее опять водички, чтобы пока мы уходили выливать или работать дальше со смесью, внутри ничего не начало застывать, не образовывались никакие камни. Следующим этапом перевозим наш бетон туда, куда нам нужно, выливаем и начинаем разравнивать. Берем кияночку и начинаем выравнивать все до ровного состояния, постепенно разглаживая нашу смесь. Тем самым получаем ровное красивое основание. И не забываем приподнимать сетку, чтобы сетка у нас армировала наш бетонный слой, желательно по центру. Все это дело я еще поправлял правилом, и получилось очень ровное, красивое основание. Причем не забываем, любая отмостка от здания, от стены или от фундамента должна быть обязательно под углом, чтобы попавшая на нее дождевая вода, либо снег, стекали непосредственно под естественным углом с самой отмостки.
Для простоты работы, чтобы задать угол, я поставил лазерный уровень и относительно опалубки поднял его луч примерно на 2 сантиметра. Луч бил, получается, не в опалубку, а в стену. И в дальнейшем, уже подставляя уровень от луча до опалубки, мы получали нужный нам угол. С одной стороны я выравнивал все под опалубку, а с другой стороны под угол под луч. Тем самым у меня получилась отмостка с аккуратным, постоянным, ровным уклоном. Ну и вот идет процесс заливки. Как видите, получается все достаточно ровно и аккуратно. Что касается самой смеси, как видите, я делал ее достаточно густую. Но так как я добавляю в нее пластификатор, она получается достаточно пластичная, и ее очень легко разравнивать. Вот такие вот огромные красавцы у нас здесь встречаются. С другой стороны, где у нас идет наклон, все мы делаем точно так же. Отмостку льем под угол и с углом от здания. Здесь я точно так же поставил лазерный уровень, он имеет у нас хорошую функцию фиксации луча, немножко наклонил, поймал нужный угол и под него все залил. Погодка шикарнейшая, небо чистое, начинает постепенно темнеть, и это время для следующей нашей забавы. Вот такая вот интересная штука. Мы купили себе телескоп. Это телескоп PowerSeeker 80AQ. Я обязательно вам про него расскажу в одном из своих видео. Игрушка супер. Ну и вот что у нас получается. В один из дней я залил одну половину и дальше вторую половину. С третьей стороны мы пока ничего не делали там, где входная дверь. Там мы обдумываем еще крыльцо. Возможно, мы сделаем небольшую терраску, но пока это в мыслях. Вот так получается. Кому понравилось, ставьте лайки, заглядывайте в описание, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем. Всем пока!